Привет! Это будет у нас второе видео, посвященное этому аппарату, мини-дисковой деке Sony MDS-JE 640. У меня раньше было первое видео, но там я в основном описывал замену пасека на этом аппарате и совсем кратко рассказал о принципе записи на мини-диск и возможностях этого аппарата, практически ничего не сказал, поэтому это будет как экстра видео. Продолжение первого. Если вы посмотрели первое, я думаю, что вам лучше посмотреть и второе. А если вы первое не видели, то посмотрите, там тоже кое-что интересного. А сейчас по-быстрому я расскажу об особенностях этого аппарата, потому что сейчас много людей интересуются этой темой, покупают аппараты, и они немножко теряются в выборе, потому что достаточно много моделей, и они немножко отличаются. Ну, вот этот аппарат, ну, не самый лучший, конечно, есть и посильнее, но, в общем-то, функций у него много интересных, как типичных для мини-диска, так и свойственных только ему. Итак, начнем. Ну, вкратце, значит, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас попробуем сделать несколько записей, немножко попробуем сделать монтаж и всякие другие функции. Значит, ну и чтобы не повторяться, я очень быстро расскажу, что у нас тут на передней панели. На передней панели у нас кнопка включения. В выключенном состоянии он находится в ждущем режиме. Здесь есть таймер. Он может, там есть внутренние часы, они не отображаются на передней панели, но они есть. То есть его можно программировать на включение в любое время, выключение в любое время, если он подсоединен в это время к какому-нибудь тюнеру цифровому или какому-то постоянно работающему источнику, он запишет, сделает запись в указанное время, включится, сделает запись, выключится и опять придет ждущий режим. Такая функция здесь есть, поэтому здесь при установке некоторые теряются. Здесь при установке первичной просит выставить дату и время. Ты ее выставляешь, а потом не понимаешь, зачем оно надо. Оно прописывается на диске, и, наверное, для функции таймера это есть. Вот поэтому, когда он выключен, он горит красным. Мы его включили. Значит, это разъем для наушников. И вот, кстати, то, что я говорил. Вот первый рычажок – это таймер. То есть режим работы таймера. Таймер для записи, таймер выключен и таймер для воспроизведения. Его также можно оставить в режиме воспроизведения и включить обратный отсчет. То есть сколько минут ему надо работать, а потом выключиться. Но это как функция засыпания называется. Это окошко для пульта управления, для ИК. Дальше регулятор громкости выхода для наушников. Это у меня переходник, разъем здесь джек, я использую иногда мини-джек. Дальше вот здесь включается клавиатура. Стандартная клавиатура от PC компьютера. Очень полезная функция, сразу рекомендую, если вы выбираете деку. Всегда предпочтите там, где подключается клавиатура, потому что, чтобы прописывать все названия треков и дисков, это используется вот или шаттл, такая ручка ступенчатая, или пульт. Но это очень муторно набивать это вручную с помощью пульта, поэтому клавиатура это очень полезная функция. Она есть не у всех дек, но я никогда не поменяю на аппарат без клавиатуры. Дальше Pitch Control. Это интересная функция, которая позволяет изменять, как сказал бы музыкант, тональность воспроизводимой музыки. То есть потом я покажу, оно меняет тон. А сейчас тут диска нет, он не работает. К этому вернемся. SF Edit. Это тоже очень хорошая функция. Она позволяет изменить уровень записи
на уже сделанной записи. То есть, если вы сделали какую-то запись, и она показалась вам очень перегружена, очень громко, вы можете с помощью этой функции уменьшить. Там минус 0,5 дБ, минус 1, я не помню сколько, по-моему, минус 5 или даже 15 дБ, и перезаписать ее без потери качества. Опять на то же место, это все он сделает автоматически. Это очень удобно для меня, например, когда вы пишете сборник из разных источников. Что-то вы писали из диска, что-то вы писали, может быть, с тюнера или с компьютера, или с какого-то другого источника, и разные фонограммы имеют разный уровень записи. Чтобы потом ваша сборная, диск звучал равномерно и одинаково по громкости, можно выровнять различные треки. Очень удобная функция. Кнопка Time. Кнопка Time. Давайте поставим диск, тогда они будут отображаться. Значит, TOS Reading, это он читает содержимое. Диск пустой, 74 минуты, ну, с хвостиком. Значит, кнопка Time – это режим отображения. Он отображает или время конкретного диска, сколько проиграно в треке, сколько осталось времени для полного воспроизведения времени на диске. Ну, это, в общем-то, известно, как обычно. Значит, кнопка Eject, ну, вы понимаете. Дальше, основная кнопка меню, Edit меню, и, значит, вот здесь он сразу предлагает, то есть диск пока пустой, здесь делать нечего, он сразу предлагает name in, то есть ввести имя для этого диска. Вот как я и говорил, если мы, кнопка Yes, да, вот мы вводим, мы можем ввести имя с помощью вот этого шаттла, так вот одна кнопочка, окей, следующая, окей. Но это очень долго и очень неудобно. Еще один момент, так как все эти аппараты в основном уже, так сказать, не молодые, у всех аппаратов Sony, не только мини-дисков, компакт-дисков, вот эта ручка Shuttle – это слабое место. Часто она начинает, как это сказать, лагать. То есть она пропускает иногда, вот здесь у меня еще более-менее работает хорошо, иногда она пропускает, перескакивает, то есть со временем она начинает немножко барахлить. Поэтому для ввода с клавиатуры это очень удобно, так как еще и бережет ваш аппарат. Так, ну пускай это будет диск. Диск А. Диск A. Так, yes. Вот имя мы запомнили. Complete. Значит, вот эта кнопка меню, основное меню. Здесь меню Setup или Edit. Но это опять он делает то, что мы уже сделали. Clear – это отменить последнюю команду. Здесь стандартные кнопки для управления. Воспроизведение, пауза, стоп, запись, рекорд. Это быстрая перемотка со звуком. Ну, вы понимаете. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так. Play Mode – это стандартная функция, значит, или случайный выбор, shuffle, либо программировать треки в том порядке, в котором вы хотите, 1, 8, 3, 4 и так далее. И здесь repeat, ну, все понятно тут, или повторение одного трека, или повторение всех треков. Здесь rec mode, то есть режим записи. Вот это есть тоже не у всех. Видите, загорелась маленькая красная. Значит, вот смотрите, стандартный режим записи. Это 74 минуты в режиме стерео. Здесь также предусмотрен. Режим 2. Снижение качества, но увеличение времени в 2 раза в стерео режиме LP2. Третий режим – это LP4, 4. В режиме стерео еще более ухудшается. Ну, вы услышите, я думаю, что я вам продемонстрирую, но вы через эту балалайку вы разницы не почувствуете. Она не сильно. Ну, это вот как MP3 на 320 и ниже. То есть качество не падает катастрофически, но иногда это очень надо, когда я пишу записи старые какие-то, в которых исходный материал
плохого качества, то, в принципе, это позволяет сэкономить. Значит, и самый последний здесь режим — это моно. 150 минут позволяет записать на стандартный диск. Ну, вот это, кому это пригодится, тоже как бы экономия, достаточно хорошая функция. Input — это выбор входов. Как вы можете посмотреть в моем первом видео, у него есть несколько входов оптически. Вход переключается коаксиальный вход или аналоговый простой. Вот что мы имеем впереди. Сзади я не буду сейчас разворачивать всю эту мою установку. Вы можете посмотреть первое видео, там задняя панель тоже я достаточно все рассказал. Ну что ж, так, пора, наверное, включать. Ну вот сейчас, что мы возьмем какой-нибудь трек маленький и покажу вам, как он работает. Для начала мы просто попробуем сюда что-нибудь записать. Он включен режим ожидания для записи. Будем писать через аналоговый вход на стандартную скорость. Один трек. Источник у нас будет Винчестер, то есть файл формата MP3. Поэтому я не хочу демонстрировать качество. Ну, поверьте, что если мы пишем, например, по оптике с хорошего компакт-диск-плеера, то качество записи практически ушами отличить невозможно. Вот. Вот еще что важно. Если вы надумали себе покупать или как-то выбираете, то еще самый важный показатель — это алгоритм, с помощью которого ваша дека сжимает сигнал. Этот алгоритм придумал Sony, называется он Attrack. Разные люди говорят по-разному. Вот здесь алгоритм DSP Type R, Attrack 3. Насколько я знаю, это, по-моему, последний и самый лучший алгоритм сжатия, который даже, по-моему, стоит и в серии ES. Если я в чем-то ошибаюсь, вы можете откомментировать это и поправить меня, но, по-моему, так. То есть это самый лучший алгоритм, который с минимальными потерями поджимает музыку, и качество очень хорошее. Так, вот так, ну запустим мы хоть мелодию, которую тут еще можно запустить, и послушаем. Так, запустим воспроизведение. Сейчас настроим уровень записи. Он регулируется, вот кнопочка Level, Display, Chart, то есть уровень входящего сигнала мы можем регулировать. FS килогерц. Это очень частый вопрос. Это частота дискретизации. Там 44. Вот эта дека у меня много лет. Но я не знаю, как можно ее изменить. Она горит. Может быть, она просто как индикатор. Может, она здесь может как-то меняться. Но вот сколько я не пробовал, я читал мануал, я смотрел форумы. Если кто-то знает, как этой функцией пользоваться и можно ли менять частоту дискретизации, подскажите. Я это пропускаю, этого я не знаю. Значит, вот уровень. Ну что, запустим музончик. Вот, мы отстроили. Кстати, здесь есть функция в поиске, по-моему, он ищет пиковое значение при воспроизведении. Не знаю уж как, или это как в CD серии ES есть, он сканирует быстро диск и находит пики, чтобы вам не угадывать максимальный уровень чувствительности. Здесь что-то похожее есть, но я этим никогда не пользовался, не знаю, как тут пользоваться, но сейчас мы отстроили без перегрузки, и сейчас мы запускаем запись.
Вот я думаю, 20 секунд достаточно. Пауза. Сейчас, смотрите, я перевожу его в режим. Так, режим, где наш... наверное, он с паузы не переключится. Мы остановим. У нас первый трек записан в стандартном режиме. Сейчас мы его включим вот в режиме... Давайте сразу в самом плохом режиме. Но моно мы не будем уже, это совсем... Вот в режиме LP4. То есть сейчас он как бы даст нам экономию времени. Ну, вы попробуйте услышать разницу. Но мне кажется, что вы не сможете это сделать. Так, режим. Уже поехали. Так, пауза. Вот видите, автоматически он уже назначает следующий трек. То есть 2 у нас уже записано, и он в ожидании 3-го. Ну, нам для демонстрации, наверное, больше записывать нечего, мы выключаем. Вот теперь смотрите, что я говорил по вводу. Значит, у нас вот первый трек, вот стоп, диск А мы его назвали с помощью шаттла. Теперь у нас есть трек 1. У него тоже нет имени. Мы можем также сейчас выбрать меню и начинать его записывать. Но вот смотрите, насколько это удобней, когда ты имеешь вот такую простую PC клавиатуру. У меня тут уже, видите, стикеры подклеены. То есть с клавиатуры можно не просто вводить название, но можно практически осуществлять полностью управление этой декой. То есть воспроизведение, пауза, стоп, разделение дорожек, стирание дорожек, склеивание дорожек, промотка, все остальное. Вот. И вот как с помощью клавиатуры это легко делается. Вот смотрите. Yes. Я вам покажу. Вот первый трек мы нажимаем Enter и вводим просто. Это у нас звучала эстонская группа Радар. Может быть, я пока простят меня за нарушение некоторых авторских прав, но это очень хорошая группа, она была очень давно. Сергей Педерсон. Вот. Ну, сейчас судьбу ее не знаю, кто там, но играли они очень. На те годы, это было 88, 89, 90 и позже. Очень прогрессивную музыку для тех времен. Спасибо вам, ребята. Значит, вот вводим имя. Вот. С помощью клавиатуры. Радар 1. Окей. Все. Вторую. Выбираем. Также нажимаем. Вводим название. Радар. The best. Вот. Видите, насколько это просто. И, кстати, даже если у вас нет пульта, то вот, пожалуйста, вы можете видеть воспроизведение, пауза, стоп, все функции, переход по трекам, пожалуйста. Вот. И все, мы сделали наши записи. Так, вот, теперь смотрите, какие функции при воспроизведении. Значит, вот воспроизведение. Значит, первое. Давайте попробуем поменять, как мы говорил, pitch control. Yes. Как тут? Вот, это точная подстройка. Вот видите, горит уже индикатор. Вот оригинал. Yes. Вот оригинал. Это, наверное, на тон сменилось. Оно меняется только в минус. В плюс нельзя сделать модуляцию, как говорят музыканты. Но это удобно тем, кто занимается музыкой. Если вам надо подобрать тональность фонограммы пониже, то это можно сделать. Как видите, он переключается автоматически на режим медленного LP и стандартной скорости. Это тоже он сразу распознает по записи. Так, в чем еще не сказали? Значит, здесь, вот, значит, смотрите еще. Вот обратите внимание, второй трек. Уровень
Сейчас мы просто поменяем уровень. Yes. Yes. Вот. Вот мы сделали тише. Причем это не громкость. И сейчас, если мы это подтвердим, edit OK, вот сейчас он перезаписывает второй трек с указанной нами громкостью, там минус сколько было, минус 10 дБ. Это занимает некоторое время. Вот поверх он просто перезаписывает то, что я говорил. То есть можно потом выровнять уровень громкости для всех треков на вашем диске. Это очень удобно. Также 63 это проценты выполнения. Сейчас будет комплит. Занимает немножко времени. Ну, трек короткий обычно. Ну, не в режиме реального времени, конечно, короче, чем звучание самого трека, но вот сейчас он все выполнен. Вот смотрите, я не менял ни уровень громкости, ничего. Вот первый звучит как. Оставляем громкость на том же уровне, вот второй. Видите, что первый, он звучит тише. Ну, чтобы вас не утомлять очень долго, в основном я... Ну, еще последняя функция, которая из всех мини-дисков, это деление дорожек, и склеивание дорожек, такой простой монтаж. Сейчас я вам покажу. Вот, например, у вас первый трек. Я буду делать это с помощью клавиатуры. Вот выбрано место, которое надо разделить. Оно сейчас будет по кольцу звучать. Мы должны выбрать и нажать Yes. Все, первая дорожка. Первая дорожка разделена у нас на две части. И она идет как отдельный трек. Первый, второй и далее третий. То есть вот мы разделили. Первое имя у нас осталось. Вот. Паузы никакой между ними не будет, только поменялось номер. Мы можем его сейчас склеить, и она опять будет абсолютно цельная. Можно разделить, склеить или какой-то монтаж, это удобно. Этот кусочек теперь, вот, например, второй трек у нас, мы можем его передвинуть. Второй трек вместо третьего. Окей. Они поменялись местами. Вот, то есть кусочки треков можно передвигать в любом порядке, их можно склеивать друг с другом. Еще здесь есть функция, по-моему, 6 секунд умная пауза. Когда вы пишете с компакт-диска или с кассеты, или с какого-то источника, если возникает, и уходите, вам не надо контролировать, что он автоматически назначал новые треки. Как только он услышал сигнал пропал до минимума, он сам автоматически назначает новую дорожку и продолжает ее писать. Если он ошибся, например, в тихом произведении, в паузе, вы спокойно можете подклеить эти кусочки, это будет без паузы продолжаться звучание. Ну вот, аппарат. Я принципиально не делал акценты на качестве звука, писал на режиме LP, потому что я противник оценки качества звучания аппаратуры через сервис YouTube. Как я говорю, я записываю сейчас это через микрофон одной балалайки. Вы будете слушать это через динамик другой балалайки. Оценить невозможно. Так что верьте на слово, что если вы пишете, как я говорил, с компакт-диск плеера через хороший аналоговый кабель или вообще через оптику, то из 5 попыток распознать, где диск, а где мини-диск, 3 раза как минимум я совершаю ошибку. Запись практически неотличима. Ну и все зависит от исходного материала. Вот и все. Надеюсь, вам было интересно. Пишите комментарии.
Если я услышу что-то в вопросах, постараюсь вам также ответить. А так, надеюсь, что вам понравится эта техника. Вот. Ну и главное, почему я люблю мини-диск. Хотя у меня есть и винчестеры, и я и флаг слушаю, и компакт-диски у меня, и плеер хороший, и, как видите, и кассеты я не чураюсь, и винила. Как я говорю, здесь знаете, какое отличие? Если ты куришь сигареты, а ты закурил трубку или сигару. Монтаж, запись, компоновка своих собственных программ, касание этих кнопок, выставление уровня записи. Это, конечно, очень сильно отличается от нажатия на кнопку мыши или тачпад. Это как бы вносит элемент творчества в прослушивание твоей музыки, поэтому я и люблю эту аппаратуру. Долгих лет служения вашему аппарату. Спасибо за внимание. Пока. Пока.